Народ, всем привет! Я думаю, многим из вас уже знаком этот ГТРчик, так как я уже снимал видео, где я засовывал под корпус реле и крону и подавал на моторчик напряжение не с батареек, а с кроны. А сейчас, пока я трындел, эта зверюга немножко подзарядилась, и можно показать, как она валит. Ну, для начала покажу, как все это выглядит на весу. Я думаю, это достаточно впечатлительно. Как можно было заметить, из-за своей мощности, из-за своей дури, эта машина просто неуправляема. Ее постоянно заносит либо вправо, либо влево. А сейчас я покажу, как я этого добился и что я для этого сделал. Тут достаточно тесно, поэтому корпус налезает туго. А тут горячо. Здесь, как можно заметить, переделано практически все, кроме основной платы и моторчика. Во-первых, я вырезал отсек под батареек и заклеил дно, потому что 3 пальчиковые батареи это как-никак несерьезно. Поставил сюда 2 аккумулятора 18650 параллельно. Они могут дать вдвое больший ток, но напряжение у них как у одной банки. Также я сюда добавил вот такой модуль для заряда. 2 баночки он тянет без проблем. Греется само собой, но не так сильно, чтобы прям вот чему-то тут сгореть. Просто нагревается до такой температуры. 1 релюшка, все по классике, которая коммутируется вот этими ключами, вот этим драйвером родным, который стоял на плате, и уже повышенное напряжение от вот этого DC-DC преобразователя, на вход которого поступает напряжение с этих банок напрямую, выходит на релюху, и когда драйвер замыкается, то есть когда нажимается кнопка вперед, релюха замыкается, и на вот этот моторчик на ход вперед идет повышенное напряжение, который регулируется вот этим потенциометром. Честно сказать, я уже не помню, какое напряжение я выставил. Сейчас я его даже замерю. Там нельзя выставить вот самое максимальное, потому что когда напряжение очень высокое, слишком большой пусковый ток на моторчике, и из-за этого DC-DC уходит в защиту. Вот. Сейчас нету, сейчас она постоянно крутится. Но иногда так можно заметить такие моменты, что двигатель как будто в отсечку уходит, так. Вот сейчас было едва заметно, то есть можно выставить чуть повыше напряжение, и это будет сильно отслеживаться, и достаточно неудобно это управляется, и неприятно. Всего 13,5 вольт. Ну-ка, если с 20-вольтовым пределом. 13,5. То есть я попозже покажу, выставлю его на 20 вольт, и будет явно заметно, что лучше бы оно было пониже напряжения. Специально для тех, кто
хочет написать в комментариях или уже написал что-то, что, ёб твою мать, повышенное напряжение на моторчик, оно его сгорит. Так как дрифтить на этой машинке не получится, потому что тут только один режим, когда она с одной скоростью двигается вперед. Ну, либо только надо быть совсем отшибленным, чтобы вот это назвать дрифтом, то, что сейчас было на видео. Поэтому я думаю сделать что-то типа драгового корча. То есть, чтобы эта машина просто ехала быстро и набирала эту скорость с максимальной скоростью. Я думаю, что единственная идея, которая приходит мне в голову по этому поводу, это утяжелить жопу машины. Хотя она вот с этим всем стала уже достаточно тяжелее, чем была до этого. Сюда можно положить что-то какие-нибудь свинцовые, либо медные, в общем, какой-то груз, дабы прижать жопку ее к земле, дабы прокрута колес было меньше. И второй вариант, который не мешает первому, увеличить зацеп колес. Вот тут какой-то говнецо на колесах, я намотал, наверное, шоколадку, которую не доел вчера на завтрак. Для этого, я думаю, можно пойти в лоб и сделать не самым приятным, но, наверное, самым простым способом и обклеить колеса что-то типа наждачкой с крупным зерном. Сейчас я ее немножко нагрузил, вот типа подобным таким славянам, я не знаю, тяжелыми хреновинами, которые плавятся. Также там грузила большие я засунул. В общем, все, что нашел маленькое и тяжелое, я туда засунул. DC-шка очень сильно нагрелась, и вот подозреваю, что вот на видео было видно, что реле это когда DC уже конкретно просаживает банки и даже не хватает на релюху. Но это мое предположение. В общем, смотрите, как я нагрузил все это дело. Вот уже выкатился грузик один. DC-шка до сих пор очень горячая. Вот. Тут жопу нагрузил вот самую непосредственно такими грузами. Такую фигню. Она, ну, по меркам машинки она очень тяжелая.
все, отсюда я все достал уже. То есть вот это все, это ее дополнительно нагружало. Еще можно засунуть без проблем. Туда еще вместится. Ну, это будем делать уже потом. Подгонять по размеру, приклеивать это, чтобы все это не болтыхалось, когда ее переворачиваешь. А сейчас надо увеличить зацеп колес. Итак, друзья, в принципе, заканчиваю видео я так же, как и начинал. Машина стоит на подзарядке. Ну, пока она подзаряжается, я сейчас покажу, что в ней изменилось. Ну, сразу скажу, что в ней место хоть тесно, но еще что-нибудь да поместится. Ну, я просто уже не знаю, что туда добавить. Сейчас жопа сильно утяжелена грузами свинцовыми, оловянными. То есть там грузила закинуты между мотором и аккумуляторами вот этими 18650. И вот такой вот сверток. Вот у меня еще один остался. Я не знаю, откуда они у меня, но они тяжелые и, в принципе, с задачей своей в данный момент они справляются. И еще, самое интересное, я увеличил зацеп колес. Так, переворачивать не хочу, сейчас высыпется какой-нибудь грузило, какой-нибудь выкатится. Вот. То есть напрямую на колеса она не клеилась, так как я полагаю, что вот эта резина, шины на колесах, они как бы клей не держат, поэтому пришлось обклеить это изолентой. Ну, к сожалению, не синий, была только желтая. И уже на изоленту клеить обычным клеем секундой. Ну, я думаю, машинка хоть немного, пока я трындел, подзарядилась, и я думаю, сейчас можно показать, как она валит. Короче, когда машина вылетает за пределы действия пульта, а тут батарейки не менялись, наверное, с момента покупки самого автомобиля, самой этой игрушки, то она уже становится неуправляемой, и вы слышали этот звук, как она врезалась в стену, как серпом по яйцам. Так, я решил одной рукой держать камеру, а другим показывать, как эта штуковина сейчас... Как эта машина разгоняется. Так, я думаю, стану вот так. Жестко, да? В общем, друзья, хоть задумка и удалась, как я считаю, но машинку я в конечном счете ушатал. Я на полной скорости врезался в диван в тот же самый день, когда уже записывал концовку этого видео. И из нее пошел дым такой конкретный. Сейчас я покажу. Ну ладно, пока пишу. В общем, драйвер, вот этот транзисторный, из этого плеча, вот правого, который идет на вот этот моторчик, как раз пошел дым, и машинка перестала реагировать на право-влево. Ну, конечно, потому что питание просаживалось, и она ни на что не реагировала. Но мне, честно сказать, уже как бы с этой машинкой не очень интересно заниматься. Поэтому, как я уже говорил, если вы поддержите лайками, просмотрами, я куплю новую, более крупную и уже замучу что-нибудь действительно крутое. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Nissan GT-R продолжение следует.